Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз, старинный цыганский пасьянс, что скоро случится, что скоро произойдет. События на пороге, действительно на пороге. Март, мои дорогие, 2026. Вот подумать только. Весна, по сути дела, на пороге. Еще недавно мы готовились встречать Новый год, а уже март. И время будет как будто ускоряться. Вот давайте с вами узнаем. И у нас в одном прогнозе получается два. И первая – это карты старинного цыганского пасьянса. Давайте рассмотрим. Я знаю, что на канале Таро Инспирационе есть любители пасьянса. Вот давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. И больше нам именно о событиях, конечно, рассказывают карты. Но останемся реалистами. Любой прогноз – расклад, он носит общий характер и не может быть рассмотрен как личная какая-то рекомендация. Слушайте свою интуицию. Что вам подходит, что откликается вашей душе. Вот это и принимайте. Иногда мы все же, вот если мы говорим об альтернативном варианте, и время-то у нас такое с вами, перемен, нам довелось проживать в эту эпоху. И иногда мы что-то можем не принять во внимание, мы чего-то попросту не видим, услышим новость, скажем, да, ну это показалось, вообще какая-то ерунда или путаница. А ведь часто это элемент перезагрузки и чего-то нового. Поэтому вот давайте мы с вами начнем с карт пасьянса, чего вам нельзя пропустить. То есть какие события, что случится, что произойдет. И это именно как порог, то есть может быть начало марта, да, но это будет иметь значение на более продолжительный период. Это как ключевые главные события, которые идут на ваш порог, в вашу жизнь. Март начинается у нас в продолжении коридора затмений. 3 числа, это у нас 3 марта, полнолуние во Льве. И Лев – это у нас вопросы статуса и работы, вот где-то так. Не вижу совпадений, пойдем с вами дальше. Эмоциональным может быть этот период, вот это да. Поэтому придется держать марку. Вы можете такую метаморфозу, мои дорогие овны, наблюдать. Ну, может быть, для тех, кто постарше, или те, кто уже понял, что ну, не всегда нужно рваться вперед, скажем, да, сначала нужно пронаблюдать и просчитать. Так вот, вы можете даже наблюдать, как кто-то действует вот так вот опрометчиво, и вот такую аналогию проводить. О, вот как будто себя узнавая, да? А вот раньше я бы так и подействовал, или я бы так и поступил. И наблюдая так вот со стороны, вы можете понимать окончательно, насколько правильным для вас какая-то может быть иногда выжидательная позиция. Выжидательная – это не значит соглашательская. Это значит, что мы себя любим, что мы себя учимся сохранять по-новому. Смотрите, у вас выпадает открытая книга, и это значение как, знаете, какие-то инстанции, может быть, официальные лица, чиновники, учреждения образования, вообще любые учреждения, но как казенный дом. И вот смотрите, выпадает еще вместе с этим колокол. Колокол – это неожиданное известие. А ведь и правда, мои дорогие, вы можете отправиться в какую-то инстанцию, смотрите, какой квадрат. Не совсем простой. Хотя ведь это сейчас время вашей силы. Но силы, когда, знаете, она формирует в вас умение, вот вашу внутреннюю энергию, на вас весь зодиак равняется, мои дорогие овны, использовать как-то в другом ключе, совершенно по-другому. Не действовать на импульсе, тут импульсы, они нам точно не помогают, скорее мешают. Так вот, может создаться такая ситуация, вы можете быть сторонним наблюдателем, кстати, я должна это сказать, потому что вы можете стать свидетелем какого-то конфликта. Может быть, это кто-то даже будет пытаться вас тянуть в этот конфликт. Вот будьте внимательны, потому что колокол – это всегда известие извне. Это то, что нам приносят люди, или мы слышим в средствах массовой информации. Внутренне мы к этому, ну, не готовы. Вот этот вот момент, он есть. Так вот, для кого-то из вас, может быть, это будет какая-то ситуация, именно вот как казенный, мы сказали, дом, учреждение, работа у кого-то, или ну, пошли к официальным лицам, там, подписывать документы, что-то узнавать. Вы можете столкнуться с тем, что двое спорят. Так вот, не нужно быть, когда двое спорят, виноват третий. Вам во что-то нужно не включиться, а очень рационально
ну, буквально себя сохранять. У кого-то это вопросы могут касаться вашего жилища, недвижимости. Здесь вот, ну, давайте посмотрим. А у вас все равно выпадает победа, да. Знаете, может быть, для кого-то из вас это необходимый ремонт дома, да, и перед этим нужно провести какие-то согласования. Поэтому ключ к решению всех проблем — умение договариваться. И тогда вот эта победа, она очевидна. Но то, что вы, посмотрите, победа, любовь. Давайте еще до конца разложу. Вот для вас это благополучное время, смотрите. Но главное, чтобы не дать себя втянуть непонятно во что. Вот я заново повторяюсь это, потому что как будто это вам не надо. Но знаю, может быть, ваш сильный характер. Это, знаете, как главное испытание. Смотрите, домашний очаг, это взаимопонимание, это, конечно, и стены, но это и домочадцы, но у вас любовь, победа. У вас есть тот человек, который за вас переживает, болеет всей душой. Вот это именно такое начало может быть. И у нас ведь коридор затмений. И коридор затмений, я должна сказать, может появиться вплоть не только до 3 марта, да, это вот у нас с февраля тянется, и вот как раз 3 завершается коридор затмений полнолунием во Льве. Но вот этот период, да, когда возвращаются бывшие. Или пусть это не вернулись бывшие, а, знаете, какие-то непонятные звонки или сообщения, не весть откуда взявшиеся, как дела, например, да, ну вот такое. Или правда кто-то заявится и начинает там что-то требовать. Будьте где-то к этому эмоционально готовы. Я не могу сказать, что мы быстро решим все вопросы весной. Нет, мои дорогие, потому что планетарные транзиты таковы, что у нас, ну, как минимум до апреля, я уже не вдаюсь в подробности. Подробности, кому интересно, вы найдете на моем сайте. Все ссылки в описании под видео. Там и гороскопы самые разные, там и статьи по психологии. Так вот, у нас как минимум до конца апреля, а если сказать более точно, по Сатурну до конца июля. Вот какое-то, как будто мы можем расхлебывать прежнее дежавю. Вот я такое для кого-то допускаю. Поэтому стойко держитесь, правда. Даже если быстро какой-то вопрос, стойкость тут нужна, знаете, как терпение, выдержка. Если быстро не решается, ну, правда, вот официальный, например, да, тут ведь нас вот тоже по себе знаю, когда кажется вопрос, ну, там, ё-моё, 3 минуты, и дело в шляпе. Так нет же. Тут тебе обязательно какая-нибудь заноза выскочит. Но, видимо, держать марку на любых поворотах судьбы. Вот вам по судьбе, мои дорогие овны, ну вот этот, видимо, жизненный экзамен. Почему по судьбе? Потому что сама по себе судьба и выпадает. И я могу точно сказать, для кого-то из вас, может быть, как новая точка отсчета будет именно в марте, когда вы окончательно задумаетесь выйти, внимание, для кого это актуально, выйти из одиночества. Сольный вариант закончить. Потому что вы, ну, вы больше наблюдаете, это правда. У вас вот именно сейчас таких больше энергии. Хотя тут подначивать, да, со стороны, как я уже сказала, могут. Поэтому даже если кто-то пытается вас, ну, какой-то словесной дуэли приобщить, а вы не приобщаетесь, вот так и хочется сказать. На кону у вас, мои дорогие любимые овны, гляньте, что. Полное исполнение желаний. Колчан со стрелами в нашем пасьянсе. Ну, насколько полное, я уже, давайте будем реалистами, правда? Но, тем не менее, благополучный период. Хотя, нам ведь уже карты рассказали, энергии совершенно разные. Вот как-то так. Что у вас еще совпало? Смотрю. Вообще, я должна сказать правду, тут вас будет поддерживать близкий человек. Может быть, это друг, может быть, это любимый человек, может быть, это просто кто-то из родственников. Но вы не одни, это немаловажно в наше сложное, турбулентное время. Поэтому, знаете, где-то это добавляет и победы, и уверенности. Но самое главное, наверное, спокойствие. Но какая-то судьбоносная ситуация достичь пика может. И пока я с вами говорила, не вижу я, что мы тут можем еще. А нет, вижу. Открытый путь. Вам судьба открывает открытый путь. Это имеется в виду как врата. Вы можете куда-то отправиться и сами, не ожидая того, встретите нужного человека или будете, к примеру, готовиться к какому-то важному разговору, встрече и волноваться, да, а здесь вот как-то все пройдет более гладко. А вот неожиданность, она таки может быть.
неожиданные события как раз там, где вы не ждете. Но нам показали это именно какие-то официальные лица, поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Берегите себя, мои дорогие. Предупрежден, стало быть, вооружен, да, и где-то защищен, самое главное. Ладно, давайте с вами узнаем. Так что же, продолжим наш с вами прогноз. Так что же вам по судьбе, да? События, каковы вот по судьбе события будущего? И первую карту, а что нового идет в вашу жизнь в марте? И уместно будет спросить, коли есть такие энергии, да, как экс. Так вот, что же из прошлого? В чем вы, возможно, поставили точку, а тут какая-то данность всплывает, у кого-то такое может быть, нам могут вернуть на доработку какой-то документ, мы должны будем что-то переписать, как будто реструктурировать, переорганизовать, я такое допускаю. Так вот, давайте, что из прошлого, что вам хорошо знакомо, и вдруг оно, ну, может быть, и не вдруг, или, может быть, и тянется уже какой-то период, но к чему же это тогда все идет? Давайте с вами узнаем. Ну и что же прояснится? Что идет, возможно, а возможно, вы от чего-то откажетесь сами, что ждет вас, одним словом, в ближайшем будущем. Итак, какие тут события будущего? Ого! Ну, это вот, наверное, то, о чем я долго говорила в нашем пансиансе, когда мы умеем держать дистанцию, не поднимать, да, перчатку конфликта, словесного какого-то спора, дуэли. Маг, у него все стихии в руках. Маг больше ассоциируется как серый кардинал. Ну уж точно тут не про импульс, ну вот буквально ни разу. Я должна сказать, что нового. Новые люди идут в вашу жизнь. Причем идут те люди, которые умеют хитрить, умеют держать дистанцию, умеют водить за нос. Ну нет, ну правда, должна сказать, для честности, для ясности, потому что вот, может быть, вы должны именно сделать выводы, что быть вот в таких энергиях совершенно необходимо вам. Это ведь ваша такая сила, хотя она вам может быть несколько необычна, но у вас, правда, сильная позиция. Но весь фокус состоит в том, как вы сумеете договориться. С чем это связано? Что-то вы будете тут изящно завершать, говоря словами Колит Барон Рид, и делать какой-то правильный вывод. Вот смотрите, у вас как между прошлым и будущим. Вот мы спросили, да, что нового идет. Колит Барон Рид, мне очень нравится ее трактовка «Десятка мечей». Это известный таролог и психолог. Если мы говорим «закрыть в прошлое дверь». Ну, и где эта дверь и как ее закрыть? Просто, ну, я, конечно, шучу. Я думаю, все понимают мой сленг. А Колет, она говорит красиво, элегантно. Именно нам нужно изящно что-то завершить. Не просто обрубить, да? Не просто за собой оставить какую-то выжженную степь, а вот как-то красиво переход совершить. И следующий старший аркан, два старших аркана. Эта карта, с одной стороны, говорит, что договариваться придется, поскольку сепарация только иллюзия. А с другой стороны, это ситуация выбора. Вы правда, мои дорогие, как на каком-то выборе можете оказаться. А с чем это связано? О, с вами. С вашей совершенно новой организацией жизни. Если мы сказали, новолуние во Льве, вопросы статуса, карьеры, ну, понятно, и денег, вашего благополучия, статус здесь будет для кого-то через личную жизнь, да. Может быть, и правда будут вопросы, которые касаются продолжаемые отношения, да, и в каком статусе. Может быть, прежде была дружба, а теперь вы надумаете жить вместе, может быть, оформить ваши отношения. Я, конечно, не исключаю, у кого-то обратная будет история, будем реалистами. Но ведь это карта, когда мы организовываем нашу жизнь. Это когда дважды у вас сила. Посмотрите, какие энергии. Я не буду много говорить. Я надеюсь, что вы меня поняли по раскладу. Я пыталась донести, что да, вот вашу силу, вот ваш этот внутренний импульс, огонь, его сейчас нужно через мысли-формы, через аналитику какую-то, да, холодную голову пропустить. У нас поэтому выпадает аркан мага. Но далее у нас следует с вами аркан императора, а это именно вы, мои дорогие, не случайно, тут даже нам обозначено, всегда император Овен. И, единственное, мы же можем быть таким императором, когда есть 2 мнения, мое и неправильное. А вот нужно быть мудрым императором. Поставили перед собой цели. И искусство может быть мелких шагов,
анализируя, что происходит вокруг вас, какие люди вас окружают. А люди, вы знаете, могут быть разные. Мало того, что вот я сказала, да, каждый тут сейчас свою какую-то прерогативу, приоритет преследует. И, может быть, даже вам придется договариваться с теми людьми, которые, ну вот непонятно, что от него ожидать. Вот тогда вы себе сразу, как знаете, галочку, такой сигнал оставьте, что с этим человеком надо быть осторожным. Очень часто так и бывает, что именно с такими людьми нам приходится договариваться. Ну и договориться таки тоже. И, может быть, от вас потребуются такие, ну, умения, как, знаете, проскользить в каком-то вопросе. О себе много не рассказать. Не поддаться на какие-то уговоры. Постоянно анализировать, думать. Вот я могу точно сказать, вот этот рационализм и логическое какое-то мышление вам совершенно необходимо, потому что на кону у вас что-то важное. Это ваш и статус, это ваши возможности, это какая-то далекая дистанция жизни, потому что 3 старших аркана. Но у кого-то и дом, может быть и переезд, и личная жизнь. Мы все разные, перекладывайте на себя. Давайте откроем вторую карту. А что же там из прошлого, да, в чем вы, возможно, думали уже, ну все, точка поставлена, я определился, а тут здрасте называется. А ведь и правда, опять же, вот смотрите, тут будет какое-то известие. По аркану башня. Ну, я должна сказать, что как минимум вам, возможно, вы услышите какую-то новость, и именно через эту новость вам придется поехать в какие-то инстанции. Может быть, даже у кого-то к юристу, а кто-то всерьез задумается о переезде, как будто успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но самое главное, что тут не должно быть наших хаотичных каких-то движений, потому что по аркану башня у вас сильная позиция, но тут, правда, по судьбе может быть какая-то ситуация, когда вам ее до максимума надо прояснить и себя обезопасить точно так же по максимуму. Это что? Давайте узнаем. Это может быть получение денег или конкретно эта карта очень добрая, отчасти именно на деньги. Хотя я должна сказать, я иногда эту карту, пусть не в этой колоде, называю картой эгоиста. Но это, знаете, вот классика, когда, да, мы смотрим старые колоды Таро. Это, как правило, человек прорисован, он в дорогих одеждах, убранство вокруг него такое, помещение тоже дорогое. А вот задний фон, он всегда такой темновато-мрачный. То есть, ну, понятно, почему наше эго, оно давит, и мы рискуем остаться один на один. Вот знаете, здесь, может быть, и будут такие сильные энергии, когда вам захочется, ну, так это придавить кого-то своим авторитетом, потому что вы даже будете видеть, знать на 1000%, что правы именно вы. Но внешняя обстановка, посмотрите, сколько старших арканов. Старший аркан – это то, чем мы не управляем. Это то, что, вот как Чарльз Дарвин говорил, выживает не самый сильнейший, а вы как раз самый сильнейший. А тот, кто умеет приспособиться. Кто-то скажет, о чем ты говоришь, как приспособиться, я тут сейчас разберусь. Очень хорошо вас понимаю, но, видимо, придется учиться. Потому что мы как будто не одержим победу в этой схватке. Силы неравны могут быть. И в этих силах это могут быть буква закона. Или возможности, которые есть, как длинные руки у кого-то, а у вас их нет. Вот давайте так, реально. Поэтому карта и говорит, сохраняй-ка ты себя, деньги у тебя, Овен, будут. Ну, может быть, ты услышишь какую-то новость. И, кстати, кто-то из вас очень символично этому периоду задумается, допустим, где я храню деньги или с каких источников я эти деньги получаю. И если вы, ну, положили, точнее, деньги на депозит, может быть, храните, да, или какой-то иной пассивный доход с инвестициями, здесь тоже было бы не лишнее что-то переиграть. Или какую-то подушку безопасности для себя продумать. Или хранили деньги в одном банке, а теперь в двух. Хранили в одной валюте, а теперь в двух-трех, как минимум, да, вот. Уран все дробит, поэтому у нас с вами период такой астрологический. И в этих энергиях нам еще доведется прожить очень долго, мои дорогие. Поэтому, ну, не лишне было бы приготовиться. Или если вы слышите, как по башне какую-то новость, а здесь ничего не бывает случайно. Поверьте, значит, вам нужно выяснить, откуда ноги растут. Что-то как будто раскопать. Вот именно до истины дойти, до какой-то точки ясности, мои дорогие. Потому что поначалу здесь может
знаете, приходить такая информация, которая подана эмоционально. Вот смотрите, тут нельзя замечтаться, вот это факт. Нулевой аркан, когда выпадает, конечно, он символизирует как новый жизненный этап, безусловно. Но ведь изглупить-то мы не можем. Художник конкретно прорисовал девушку, которая держит предмет волшебный, а это ни много ни мало священный Грааль. И вот что-то явно по всему ее виду похоже, что у нее получилось. Она в восторге. Но вот держась за сухой сук, она вот так, прогибаясь назад, опрометчиво держит над омутом то самое дорогое, что у нее сейчас в руках. Вот смотрите, я часто говорю, жизнь не бывает полностью предсказуема. И порой напоминает игру в покер. Это как раз об аркане маг. Иногда приходится блефовать, опять же, про аркан-маг, или договариваться. Но чаще-то выигрывать той картой, которая выпала. Так вот, карты, козыри, у вас будут в руках. Их надо не упустить, мои дорогие. Может быть, вы уже подходите к такому этапу, когда вы человек ресурсный, когда вы много имеете, многое достигли. Плюс-минус, тут и возраст, тут и статус, тут многое. Тут на себя просто перекладываете. Но значит, у вас есть, у каждого из вас, мои дорогие овны, есть что-то, что вы не должны упустить. То, чем вы не имеете как будто права для себя самого рисковать именно. Потому что, да, это у кого-то именно какой-то материальный эквивалент. У кого-то жилье, у кого-то недвижимость, у кого-то финансы, у кого-то, может быть, личное дело, творчество, которое как идея идет вверх, как будто, да, и вам она приносит и доход, и все остальное. Идею можно украсть, ну давайте так скажем. Или прошляпить что-то с деньгами. Вот правда, тут нужно что-то не сглупить. И это где-то из прошлого тянется. Может быть, даже, вот смотрите, здесь на вас могут давить где-то тем самым, что призывать вас к чему-то. Все-таки аркан башня. Причем могут выражать такие просьбы в каком-то ускоренном темпе. Ну, давай быстрее. Вот только для вас, только сейчас, а завтра уже будет поздно. Ну, или типа того что-то. Вот все-таки есть то, что нужно вам додумать, чего-то не упустить, а для кого-то будьте реалистами, правда, потому что, смотрите, по четверке чаш, ведь это всегда карта, с одной стороны, это карта усталости, но и с другой-то стороны, опять же, шанс какой-то. Вот для вас, мои дорогие овны, вы можете столкнуться, вот я здесь тоже по пасьянсу говорила, когда двое ссорятся, тогда не включайтесь в какой-то конфликт. Я бы сказала, вам помогает, когда ваше дело как будто сторона. Делайте выводы, наблюдайте, анализируйте, как бы вы поступили в этой ситуации, но не включайтесь в какой-то вопрос, потому что у вас совсем рядом как будто вот эта самая возможность, вот этот волшебный сосуд с сокровищами. Ну, начинается-то с башни, с какой-то перестройки, какой-то реструктуризации, и где-то эти сокровища нам подтверждают девятка кубков. Есть тут, правда, либо рабочая, либо денежная ситуация, в которой вам нужно и перестроить что-то, и быть аккуратным, осторожным. Так что же там прояснится? А вот какая-то ситуация по части прошлого, израненное сердце, причем сердце уже заштопанное. Да, уже не кровоточат прежние раны. Это когда-то мы словно кричали от боли. Вообще это карта выздоровления, потому что любая тройка– это карта будущего. Можно даже расценить эту карту как совет от карты. Потому что не было бы какое-то несчастье, но несчастье помогло. Ну, так условно, как в той поговорке. И причем это, скорее всего, было когда-то прежде. Но если мы спросили, что уйдет или от чего вы откажетесь сами, от вас уходят эти разочарования. Наступает вот это выздоровление, освобождение от боли, освобождение от страданий. И снова повторюсь, кто-то действительно в процессе марта, может быть, на последующий период, наблюдая за другими людьми, как они действуют, вы можете узнавать себя, как вы действовали когда-то прежде, именно на импульсе. И понимать, да, может быть, даже кому-то заступиться захочется, но вот тут нет, не нарушайте ход небесных фишек. Занимайтесь исключительно собой и то, что в ваших приоритетах. Вы люди благородные, люди сильные, и Овен может пойти против какой-то неправды, нечестности. И для этого не надо его раззадоривать, специально подогревать. Он и сам разогреется, это точно я знаю. Но, видимо, не сейчас. Нет.
Учитесь даже себя сохранять по-новому. Просто наблюдайте, делайте выводы и используйте, мне так и хочется сказать, альтернативные возможности. Банально, вот я скажу, кто-то уйдет с работы, я как вариант, хлопнув дверью. Да, вы, может быть, сожалеете, что человек такой опрометчивый поступок совершил, да, но ведь он уходит, допустим, а у вас возможности, а у вас вакансия. Тогда надо брать как будто мечту, а не строить перед собой какие-то иллюзии и думать, может быть, а это с моей стороны может быть некрасиво. Давайте достанем еще одну карту. Что же прояснится? Вы здесь можете окончательно понять, что какой-то человек был с вами нечестен, была какая-то чужая игра. У вас как глаза на кого-то откроются, на какие-то взаимоотношения. У вас точно так же могут и открыться глаза, правда, как на какие-то наши прежние ошибки. Когда, может быть, у кого-то будет ситуация, когда вернулся документ на доработку или отчет банально. Нужно переделать, сделать его так, чтобы комар носа не подточил. Но мы делаем выводы, мы идем дальше. И для вас какой-то прежний опыт теперь будет означать сильную позицию. Так что же прояснится, что ждет в ближайшем будущем. Можно ничего мне, в принципе, не говорить, правда? И неважно, кто меня смотрит, мужчины или мои дорогие любимые девочки, император, императрица, у нас выпала пара. У кого-то это может быть такой волшебный тандем, хотя и двух сложных людей по части работы, бизнеса. Для кого-то это может быть вопросы личной жизни. Сами по себе все вопросы благополучия. И, кстати, какова бы ни была прекрасна карта именно императрицы, это ведь карта дипломатии, которая вот однозначно говорит, да, мы спросили, так что же ждет в ближайшем будущем? Вот договариваться придется, дипломатом быть придется и надеяться на самого себя. Но это для вас совершенно иное качество жизни. Вы, мои дорогие овны, что вас ждет? Возможно, совсем скоро вы поменяете как круг своего общения. Вы, возможно, будете больше общаться среди людей, которые более знаковые персоны или стоят по лестнице иерархии чуть выше. Где-то за период марта вам тоже возможно, даже если вам непривычно, иметь дело, контакты с теми людьми, которые тоже, вот они, у них, как я сказала, длинные руки или у них есть какие-то полномочия. Поэтому вот это все от вас требует внутренней перестройки. Вот этих, быть магом, да, или вот таких вот волшебных способностей. От этого зависит ваше будущее. Причем это не только про март. Удивительный у вас расклад, очень много старших арканов. Здесь ничто не проходит случайно. Время, видимо, действительно, когда мы делаем выбор или выбор и спрашиваем у себя, а куда я иду и с кем. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на телеграм-канал, буду вам искренне рада. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю искренне, правда? И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.